Продолжаем курс изучения болгарского языка и напоминаем, что теорию видеокурса вы сможете закрепить на практике с помощью упражнений, значительная часть которых находится на нашем сайте в открытом доступе. Желающие пройти более интенсивное обучение смогут приобрести полный курс упражнений, а также дополнить его занятиями по скайпу с нашими опытными преподавателями, носителями языка. Винительные формы личных местоимений. Винительные местоимения – это местоимения, которые заменяют собой прямые дополнения. Например, Мария познава Иван, Мария познава него. Мария знает Ивана, Мария его знает. Иван как раз и есть это самое прямое дополнение, которое мы заменили местоимением него. Таким образом, главный признак винительного падежа – прямое дополнение. То есть дополнение без предлога. В каком падеже должно стоять каждое конкретное дополнение, в винительном или дательном, зависит исключительно от глагола. Очень приблизительно можно сориентироваться на переходность глагола. Однако четкого правила, которое однозначно отвечает на вопрос, с какими глаголами какой падеж используется, нет. Остается только полагаться на тот список глаголов, который мы проработаем в нашем курсе. Разумеется, предложенный список является далеко не полным. Поэтому в других случаях мы предлагаем руководствоваться примерами из словаря на нашем сайте. Например, справка по глаголу «помня». Как видно из примера, с этим глаголом идет дополнение без предлога, то есть дополнение в винительном падеже. Помня Иван, помня го. Помню Ивана, помню его. Итак, винительные местоимения бывают полными: мен, мене, теб или тебе, него, нея, нас, вас, тях. И краткими: ме, те, го, я, ни, ви, ги. Пример использования полной формы. Мария познава мене. Мария меня знает. И краткая форма. Мария ме познава, познава ме. Таким образом, в утвердительном предложении полное винительное местоимение идет сразу же за глаголом. Мария познава мен, теб и так далее. В случае, если в предложении есть подлежащее, то краткая винительная форма идет перед глаголом. Мария ме познава. Если же подлежащего нет, то краткая винительная форма ставится за глаголом. Познава ме, те и так далее. Петър разбира Иван. Петър разбира него. Петър го разбира. Петр понимает Ивана. Петр его понимает. Вопросительные предложения. Полная форма по-прежнему остается в конце предложения. Мария познава ли мен, теб и так далее. Краткая форма также оказывается в конце предложения. Мария познава ли ме или познава ли ме. Мария, помни ли учителька си? Мария, помни ли нея? Мария, помни ли я? Мария помнит ли свою учительницу? Мария помнит ли ее? При отрицании полная форма по-прежнему остается в конце предложения. Мария не познава мен, теб и так далее. А вот краткая форма встает между частицей «не» и глаголом. Мария не ме познава, не ме познава. Петър не разбира Иван и Мария. Петър не разбира тях. Петър не ги разбира. Петр не понимает Ивана и Марию. Петр их не понимает. Наше очередное занятие подошло к концу.
Надеемся, оно было полезным и познавательным. Смотрите видео и закрепляйте знания с помощью упражнений на нашем сайте strangerschool.com. До встречи на новых занятиях. Успешен день, до widzenia!